Всем привет! Сегодня я буду собирать куб Moyo 15 на 15. Я немного потренировался с ним и думаю, что уже более-менее к нему привык. Давайте немного напомню информацию об этом кубе в цифрах. Его вес составляет 1140 граммов и размер 12 на 12 сантиметров. Собирать его будем, как обычно, в 3 этапа. Первый этап — это сборка центров. Всего их 6, и в каждом 13 на 13 линий. И этот этап, конечно, займет большую часть времени сборки. Во втором этапе я буду собирать ребра, всего их 12, по 13 элементов в каждом ребре. И в последнем этапе я расставлю на свои места и сориентирую уже собранные центры с ребрами и также 8 углов. Получается всего в этом кубе 1178 разных элементов, которые нам нужно будет расставить. Из этой цифры можно вычесть 6 неподвижных центральных элементов. Если говорить о скорости сборки 15 на 15, то неофициальный рекорд составляет 31 минуту 42 секунды. Неофициальный, потому что кубы размером больше, чем 7 на 7 не входят в официальный зачет. Но из тех роликов, которые я смотрел, средняя скорость сборки составляет около 3 часов, поэтому я буду ориентироваться на это время. Какие еще сложности нас ожидают во время сборки 15 на 15? Ну, как обычно, нужно быть внимательным, следить за уже собранными цветами, чтобы их не разрушить и не собирать заново. Второй момент я заметил во время тренировок. Это такая ситуация, когда при неосторожном двойном вращении если я применю сейчас усилие вот к этому углу, то некоторые его элементы могут либо в лучшем случае сместиться, но в худшем они могут просто сломаться. И куб из рабочего превратится в элемент декорации. Постараемся, конечно, этого не допустить. Но, тем не менее, у меня уже опыт в небольшом ремонте этого куба есть. Ну и в конце концов, помимо того, что нужно быть внимательным, нужно также сохранять спокойствие, потому что я точно знаю, что меня будут посещать мысли остановиться, потому что на самом деле это очень утомительное занятие. И постараемся поберечь свои нервы и не сойти с ума. Вот такие наши цели, задачи на сегодня. Постараемся уложиться в минимальное время, насколько это возможно, и посмотрим, что получится. Давайте его разбирать. Для того, чтобы разобрать куб 15 на 15, требуется тоже немало усилий. Нельзя просто так взять и разобрать такой куб. Тем более его собрать. Ну что, мне кажется, что этого достаточно. Сейчас посмотрим на каждую из сторон. Я постарался так размешать, чтобы как минимум на ребрах не было одинаковых элементов, чтобы они совпадали. Ну что, мне нравится для начала. Пожелайте мне удачи. Полетели.
что есть первый центр, белый, 32 минуты 10 секунд. С одной стороны, первый центр собрать сложнее всего, потому что каждый из элементов этого, каждый из его элементов может находиться в любой из 6 сторон. И поэтому глаза разбегаются. Но с другой стороны, его собирать проще, потому что я могу использовать каждую из 6 сторон. То есть в этом плюс. — 58-23. Есть второй центр, желтый. Я немножко наверстал, ускорился. Мне кажется, у меня стало получаться. Я надеюсь, скорость останется такой же, потому что хочется, чтобы финальное время было меньше 3 часов. Что, 1:21, у меня готовы 3 центра. Я могу сказать, что 4-й центр будет самый сложный, потому что места становится очень мало на кубе. И практически каждое движение нужно уже выполнять с возвратом, чтобы не разрушить уже готовые цвета. И на 4-й центр уходит обычно времени больше, чем на любые другие. Посмотрим, сколько у меня на это уйдет. Что, 1:50. У меня собраны 4 центра. Я думаю, что это довольно хорошее время. У меня остались 2 довольно хороших ярких цвета. Их будет несложно собирать. Я думаю, что худшее позади. Есть все 6 центров. Немножко подустал, но желание закончить его как можно скорее у меня больше, поэтому не останавливаемся, идем до конца, до самого конца. Что, закончились почти 2 этапа. Остался паритет на последнем ребре. Тут надо быть внимательным.
2 часа 57 минут и 16 секунд. Под конец, либо из-за усталости, либо из-за того, что я просто еще хотел ускориться, я стал уже делать детские ошибки. Тот самый паритет, который я показал и напомнил, что на нем его нужно делать внимательно. В итоге я сделал одно неправильное движение, но, слава богу, я не сбил центры, а сбил только ребра. Ну, пару минут у меня это заняло. И в самом конце, опять же, детская ошибка, я просто в трехсоснах заблудился, я не смог сделать простой алгоритм и потерял еще полминуты. Но в целом я доволен, что уложился в 3 часа. Без серьезных ошибок на середине, и мне кажется, я ускорялся даже по мере его сборки. Казалось, наоборот, я буду уставать и больше отдыхать, и нужно будет больше времени, чтобы найти нужные элементы, но в этот раз или просто я был хорошо сконцентрирован, что я находил нужные элементы довольно быстро. Я не сломал кубик, как я об этом говорил раньше, то есть не было вот таких ситуаций, когда было страшно. Ну, единственное, что под конец, конечно, чувствуется усталость некоторая в руках, то есть простые движения, казалось бы, но вращения не идут, нужно на совмещение уже мне не хватало каких-то правильных движений. В общем, результатом пока доволен на этот раз. Я думаю, что это еще не финальная моя попытка, естественно. Через какое-то время попробую еще раз. Спасибо всем, кто смотрел. И увидимся в следующий раз. Пока.